Кристина была преданной матерью, которая очень дорожила своим сыном и была готова сделать все, что в ее силах, чтобы обеспечить ему успех и счастье. К сожалению, однажды он внезапно умер, и на его похоронах мать со злостью открыла гроб сына. То, что произошло дальше, заставило всех закричать. Кристина растила своего сына Андрея в маленьком городке. У них не было больших богатств, но они были счастливы и довольны. Женщина много работала, чтобы дать сыну хорошее образование и обеспечить его всем необходимым. Она обязательно проводила с ним время и учила его важности семьи, трудолюбию и доброте. Когда Кристина была моложе, она влюбилась в Кирилла, красивого молодого человека. До него она никем не интересовалась и ни с кем не встречалась. Ей было трудно доверять людям, но Кирилл помог ей легко открыть свое сердце. У них закрутился роман, и через несколько месяцев отношений Кристина забеременела. Она рассказала об этом Кириллу, ожидая, что он поддержит ее, но его реакция шокировала ее. Он пригрозил ей сделать выбор между ним и тем, что она носит в своем животе. В ответ Кристина напомнила ему обо всех обещаниях, которые он ей давал, но она даже не успела закончить фразу, как Кирилл прервал ее и сунул ей в руки деньги. «Избавься от этого ребенка, я не готов стать отцом», — сказал мужчина и вышел за дверь, оставив ее одну справляться со стыдом, связанным с внебрачной беременностью. Несколько друзей пожалели Кристину, а другие смеялись за ее спиной и считали, что ее жизнь разрушена. Ведь ей было всего 20 лет, и у нее не было ни родителей, ни родственников. Как же она будет растить ребенка одна? Во время беременности Кристина размышляла, правильный ли выбор она сделала, оставив ребенка. Возможно, было бы гораздо проще поступить так, как хотел Кирилл, размышляла она. Но как бы ни казалось это легким выходом, Кристина так и не нашла в себе сил поступить именно так. Готовая сделать все, чтобы стать матерью, девушка бралась за разную работу и начинала откладывать деньги на будущее. Работая в круглосуточном магазине, Кристина познакомилась с Леной, состоятельной женщиной, которая владела некоммерческой организацией, оказывающей помощь молодым матерям. Под руководством и при поддержке Лены Кристина смогла обрести финансовую стабильность. В положенный срок она родила красивого мальчика, которого назвала Сергей. Когда она впервые взяла мальчика на руки, по ее лицу потекли слезы радости. «Мой дорогой сын, я обещаю никогда не покидать тебя. Я всегда буду рядом, чтобы направлять и защищать тебя», — сказала Кристина и поцеловала его в лоб. В течение многих лет она выполняла обещание, данное сыну. Они были вместе каждый день и проводили вдали друг от друга лишь несколько часов, когда Сергей был в школе или Кристина работала. В подростковом возрасте Сергей активно занимался спортом и был капитаном своей футбольной команды. В учебе он также преуспевал, часто получая одни пятерки. Кроме того, он был довольно красив, поэтому девушки часто бросались на него. Благодаря советам матери он знал, как держать их на расстоянии и избегать неприятностей. После окончания школы Сергей получил стипендию на обучение в колледже вдали от маленького городка, в котором он вырос вместе с матерью. Прощаясь с сыном, Кристина испытывала горько-сладкое чувство. Хотя ей было грустно от того, что ее сын будет так далеко, она понимала, что для него это невероятная возможность осуществить свою мечту. В колледже Сергей специализировался на информатике и окончил его с отличием. Вскоре после этого его приняли на работу в известную компанию по разработке программного обеспечения, где он познакомился с Наташей, представителем службы поддержки клиентов. Они подружились и со временем прониклись романтическими чувствами друг к другу. Наташа, как и Сергей, была амбициозной личностью, которая хотела получить от жизни большее.
Хотя она не была такой продвинутой в своей области, как Сергей, у нее были способности к развитию бизнеса и маркетингу, поэтому она предложила им открыть собственное дело, и Сергей согласился. Они провели исследование рынка, которое показало потенциальную прибыль в приложениях для ставок, и решили заняться этим. Они запустили свой продукт, и он оказался чрезвычайно успешным, превзойдя все их ожидания. Они смогли нанять дополнительный персонал, купить здание и развить бизнес в геометрической прогрессии. За успех букмекерской конторы Сергею пришлось заплатить. Он был слишком занят, чтобы часто навещать мать, и постоянно выматывался, чувствовал себя изможденным. Сергею очень хотелось, чтобы мать была рядом, и он спросил ее, не могла бы она переехать в город и жить с ним. Однако Кристина отказалась от его предложения, сказав, что предпочитает остаться в маленьком городке, поскольку только там она может чувствовать себя как дома. Кристина была преданной матерью, которая очень дорожила своим сыном и была готова сделать все, что в ее силах, чтобы Стефани и ее муж вышли в интернет и провели собственное исследование. Пара наткнулась на форум по актуальным стероидам. На сайте была информация о побочных эффектах и о том, как состояние кожи может ухудшиться после прекращения их использования. На сайте также было размещено несколько фотографий других детей с такой же красной кожей. Поиск этой информации и этих изображений подтвердил то, что должна была сделать Стефани. Вместо того, чтобы наносить больше крема на тело Серхио, Стефани сделала то, что все время подсказывала ей интуиция. Она перестала им пользоваться, потому что было ясно, что от этого только хуже. Затем она начала экспериментировать со своими собственными гомеопатическими бальзамами. Стефани в прошлом делала свечи и купила книгу на эту тему. Она экспериментировала с маслами и тональными средствами и проверила их на небольшом пятне кожи своего ребенка. Смесь лемонграсса и цинка, нанесенная под марлю, дала наилучшие результаты. Со временем постепенно кожа ребенка начала светлеть. Стефани продолжала усиленно следить за состоянием своего сына до 50 раз в день. Каждый раз она делала снимок, чтобы следить за прогрессом. Она использовала свой собственный гомеопатический бальзам в течение 10 месяцев, и состояние кожи ребенка резко улучшилось. Сыпь становилась все менее заметной, и кожа, наконец, стала мягкой и прозрачной. Стефани прокомментировала: «Мы до сих пор точно не знаем, что вызвало первоначальный контакт, но, оглядываясь назад, из-за серьезных медицинских аллергий, я думаю, что это могла быть реакция на лекарство. Мне сделали кесарево сечение, а затем дали ибупрофен, и я думаю, что он передался через грудное молоко». В общем, мы посетили 35 врачей. Все говорили, что это экзема. Я хочу показать вам все фотографии, на которых видно, как зажила кожа Серхио. Теперь он такой же, как и любой другой ребенок. Благодаря инстинктам своей матери Серхио теперь здоров и развивается. Наконец-то он может быть счастливым ребенком. И его мать никогда не была так благодарна за то, что видит его таким. Теперь она может целовать и обнимать своего сына каждую секунду, чтобы наверстать упущенное. Дорогие зрители, что бы вы сделали, если бы с вами случилось что-то подобное? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.